В любых поездках музыка всегда хороша, особенно даже в виртуальных поездках. Так что включайте свою любимую музыку или плейлист «Музыка на разные события». Здания, улицы и вообще все, что достойно внимания в Москве, все это в рубрике «Путешествие по Москве». Борисова. This is Борисова. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Всем привет, с вами я, СМЗ, и так рубрика «Путешествие по Москве», станция Московского метрополитена. Станция Борисова, станция Люблинская, Дмитровская линии метро, открытая в декабре 2011 года в составе участка Марьино-Зябрикова.
Это одна из 3 станций, которая обслуживает жилые кварталы и жилой район. Выход улицам Борисовским прудам, улицам Мусаджалиля, Наташинскому проезду. Назван в честь бывшей деревни Борисово. Оно упоминается еще с 11-13 веков. Здесь жило славянское племя Вятичей. Согласно исследованиям 1937 года, на проселочной дороге из села Беседы и деревни Зябликово в село Братеево на расстоянии в 1,5 километра была расположена группа из 21 кургана, называвшаяся Борисовской. Впервые село упоминается в песцовых книгах 1589 года. Тогда еще имело другое название деревни Овражки в составе Москвы с августа 1960 года. Наташинская улица и улица Городянка – это улицы бывшего села Борисово. Если выйти из северного вестибюля, можно выйти на Москву-реку, к парку 850-летия Москвы, к Братеевскому парку и одной из храмов Москвы. Отправляемся дальше. Следующая станция Шипиловская. Станция Шипиловская, станция Люблинско-Дмитровской линии метро, открытая также
участке Марьино-Зябликова в декабре 2011 года. Выход на Шипиловскую улицу, улицу Мусы Джалиля, Кустанайская улица. Названа в честь Шипиловской улицы, а она, в свою очередь, названа в честь бывшей одноименной деревни Шипиловская. А почему такое название? А есть версия, что название деревни связано с некалендарным личным именем Шипил или Шипило. Об истории этой деревни уже давно известно. Земли, на которых располагалась деревня, были обжиты уже с давних времен. В XII веке здесь жило славянское племя Вятичей, после которого остались курганы. Так же, как и Борисово, впервые упоминается в песцовых книгах 1589 года, где при описании земель дворцового села Коломенского говорится: пустошь Бабынина, а дворы снесены в Шипиловскую деревню. Ну, в общем, от деревни осталась только вот это, наверное, Шипиловская улица. Станция открыта для, опять же, для жилых районов, жилых кварталов. А какие районы? Это районы Братьево и Южная Орехово-Борисово. Отправляемся дальше. Следующая конечная станция Зябликово. This is Zyablikovo. This train terminates here. Change here for Krasnogvardeyskaya station, line 2. Станция Зябликово, конечная станция на Люблинско-Дмитровской линии метро, имеющий переход на станцию Красногвардейская, Замоскворецкая линия и выход к автостанции Красногвардейская. Выход на Ясеневу, Воронежскую улицу, улицу Мусы Джалиля и Ореховому бульвару. Станция Зябликова названа так же, как и другие станции Борисово-Шипиловской, в честь
бывшей одноименной деревни. А вот с деревней Зябликово происходит несколько версий. Первая версия от слова «озяблый», это старославянское слово, то есть замерзший, мерзляк. Это подтверждается тем, что существовало и другое название деревни – Озябликово. Вторая версия от птицы «зяблик». И третья версия от слова «забля» – место, где скапливается и иногда застаивается вода. А вот эта деревня упоминается чуть позднее, с 1627-29 годов. В Дановском стане Московского уезда в отчине села Беседы значится, цитирую: «Деревня Зябликово на речке Крупенской, пашни паханные добрые земли, 3/4, да наездом пахано 7/4, да перелогом и лесом поросло 7/4, со сминою и с четвериком в поле, да а вдву потому ж». Вот так вот упоминается о деревне Зябликово. Включен в состав Москвы, как и деревни Шипилово и Борисово, с августа 1960 года. Под итог об Борисово, Шипиловское, Зябликово. Они были построены, чтобы улучшить транспортную доступность жилых кварталов, жилых районов. Это районы Братеево, Зябликово и Южное Орехово-Борисово. До 2011 года конечная была Марьино, но она была не самой перегруженной. Потому что на юго-востоке не такой уж оживленный поток, пассажиропоток точнее. Но тем районам, которых я перечислил, им было очень сложно добираться. Для них ближайшее было это Марьино на Люблинско-Дмитровской линии, а на Самоскворецкой линии Орехово, Домодедовская, Красногвардейская. Ну, здесь, в принципе, вот Так, забыл. Это либо на Воронежской, либо на Ясеневой улице находится вот вдалеке храм. Вот такой освещенный солнцем, можно так сказать. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.